Здравствуйте! Мне бы хотелось представить вам подтвержденный случай выздоровления на фоне гомеопатического лечения. Данная пациентка обратилась ко мне по поводу астенического состояния после выписки из стационара. Из анамнеза стало известно, что она заболела 24 июня этого года. У нее повысилась температура, появился сухой кашель, ПЦР-тест был положительным. И врач назначил ей антибактериальную, противовирусную терапию, противовоспалительную, однако назначенное лечение не оказывало никакого эффекта, в связи с чем 3 июля была проведена компьютерная томография. По результатам компьютерной томографии пациентка была госпитализирована. Здесь стоит отметить, что со слов пациентки, она ехала на это исследование в полной уверенности, что она после него вернется домой. То есть она себя не чувствовала настолько больной, чтобы ложиться в больницу. В стационаре она находилась 5 дней и получала внутривенную терапию, в том числе дексаметазон. И после выписки из больницы дексаметазон был резко отменен, и у нее появилась выраженная слабость, по поводу которой она и обратилась. Пациентка отмечала, что ей лучше лежа без движения. Лежа было такое ощущение, что сил много. Она даже говорила: ругаю себя, что лентяйничаю, столько дел. Однако от малейшей нагрузки возникала выраженная слабость. Ей было очень трудно дойти даже от комнаты до кухни. Она старалась не отвечать на телефонные звонки, так как ей было хуже от разговора. Она отмечала: когда молчу, ощущение, что сил прибавляется. Интересные симптомы отмечались со стороны психики. Пустота в голове. О чем думаю? Ни о чем. Не хочется ни о чем думать. Нет никаких желаний, стремлений, ничего не хочу. Хочется, чтобы все оставили в покое, хочется молчать, желание быть одной. Периодически в голове возникает вопрос: зачем живу? Утешение раздражает. Общее. Температура тела была низкой, тахикардия отмечалась, сатурация была в норме. Ощущение тяжести в области сердца, которое усиливалось от движения. Однако затруднение дыхания от легкой дыхательной гимнастики уменьшалось. Жажды не было, напитки предпочитала прохладные и отмечала наличие обильного густого бело-желтого налета на языке. Для репертуаризации было отобрано 11 симптомов. И в ходе дифференциальной диагностики предпочтение было отдано препарату Stamon Metallicum. Как известно, для этого препарата очень характерно сочетание слабости и истощения с нарушениями со стороны органов дыхания. При этом слабость усиливается от малейшего напряжения, от разговора и значительно улучшается в положении лежа. Stamon Metallicum был назначен в потенции 200. Первый день препарат был принят в сухом виде, а начиная со второго дня, когда силы прибавились, пациентка принимала препарат в виде раствора. Ответ на лечение был практически моментальным. У пациентки улучшилось настроение, появились силы, она стала хорошо спать, у нее уменьшился налет на языке. И что интересно, ее хронические симптомы, которые на фоне острого заболевания исчезли, постепенно, по мере выздоровления от острого заболевания, стали возвращаться. Ровно через неделю после начала гомеопатического лечения, 22 июля, пациентка поехала на работу. И к вечеру у нее возобновилась тахикардия, повысилось артериальное давление, и, к сожалению, Stamon перестал работать. Тогда была назначена соль Шуслера калий-фосфорикум 6D. На фоне приема калий-фосфорикум пациентка отмечала, что она отмечает прилив сил, что у нее приподнятое настроение,
и, по ее словам, стала лучше соображать голова. Какие выводы можем мы сделать на основании представленного случая? Во-первых, данный случай хорошо иллюстрирует то, о чем говорил Ганеман в 38-м параграфе Органона, что заболевание, которым страдал пациент, с наступлением нового, более сильного заболевания, будет подавлено до тех пор, пока последнее не будет излечено. Что мы и видели в этом случае. На фоне острого заболевания хронические симптомы исчезли, а по мере выздоровления они появились вновь. Второе, что хотелось бы отметить. Со слов пациентки, на момент госпитализации она чувствовала себя удовлетворительной. То есть ее состояние не было настолько тяжелым, что была бы какая-то необходимость в госпитализации. И то, что ее госпитализировали, было для нее очень удивительным. А после выписки из стационара она была просто в состоянии полного физического и психического истощения. Поэтому можно предположить, что жалобы, с которыми она обратилась, во многом были обусловлены проводившимся в больнице аллопатическим лечением. Ну и в заключение, конечно же, стоит отметить, что тщательно подобранный гомеопатический препарат может очень быстро восстановить физическое и психоэмоциональное состояние пациента. А теперь мне хотелось бы представить вам отзыв самой пациентки, что она думает о проведенном гомеопатическом лечении. 2 месяца назад я впервые в жизни обратилась к гомеопату. На самом деле я не верила в гомеопатию, но выписалась из стационара после тяжелой болезни, и состояние было очень тяжелое. Мне ничего не хотелось, у меня не было сил. Я могла пройти только 2-3 метра, и надо было сесть для того, чтобы набраться сил и идти дальше. После назначения препарата я даже не ожидала такой реакции моего организма, потому что буквально через 5 минут я почувствовала улучшение настроения и прилив сил, и стало легче дышать. Через 7 дней примерно у меня было сил и энергии, ну, как по моим ощущениям, больше даже, чем до болезни. Мне захотелось жить.